Всем привет, друзья! Сейчас актуальна тема чистой воды, так как водопроводная часто непригодна для питья, а хорошие фильтры стоят дорого. Чистую воду можно получать в домашних условиях и без фильтров. Как известно, из поверхности земли и из растений постоянно испаряется вода. Это легко заметить, если в солнечную погоду положить на траву кусок пленки. Через некоторое время на ней появится конденсат, и этот конденсат можно собрать. Для того, чтобы проверить, сколько воды можно собрать с 1 метра квадратного площади земли с сорняками, я собрал вот такой ящик. Обтянул его полиэтиленовой пленкой, получился мини-парник. Дальше сверху положил груз, чтобы пленка провисала и капли конденсата стекали вниз и падали в емкость для воды. Это широкоизвестный способ и часто его советуют, например, как один из методов для получения воды, если человек потерялся в неизвестной местности. Давайте проверим, работает ли он. Как видим, на поверхности пленки довольно быстро образуются капельки конденсата. Это происходит из-за того, что внутри парника сильно повышается температура и влажность, а пленка охлаждается внешним воздухом. Вот этой разницы температуры внутри парника и снаружи достаточно для того, чтобы на поверхности образовался конденсат. Давайте посмотрим, что будет происходить дальше. Капли воды становятся крупнее и начинают стекать вниз. Но, к сожалению, далеко не все они добираются до емкости с водой. Большинство из них овладает намного раньше, так как во время движения сильно увеличивается в объеме. А значит, этот способ малоэффективен и, можно даже сказать, не работает. Но не все так плохо. Есть способ, чтобы заставить капли конденсата стекать вниз до емкости без потерь. Для этого внутренняя поверхность пленки должна быть грязной. Грязь на поверхности пленки образует мелкие капилляры, которые втягивают воду внутрь себя и не дают образоваться крупным каплям. По этим капиллярам вода истекает вниз без потерь. Такой способ работает, но нам нужна чистая вода. Поэтому вместо грязи нужно использовать какое-то другое вещество, которое не загрязняет воду. Например, гипс. Гипс очень легко нанести на пленку. Для этого переворачиваем парник и на влажную пленку рассыпаем гипс в небольшом количестве. Размазываем его по поверхности в произвольном направлении. Переворачиваем парник, кладем груз на пленку. Через 20 минут гипс застывает и вода начинает капать в емкость. Гипс намного хуже держится на поверхности пленки, чем грязь. Со временем он начинает трескаться, хотя это и не влияет на эффективность. А вот если с поверхности пленки отрываются большие кусочки гипса, то в этом месте, как видим, сразу образовываются крупные капли, и они уже не стекают вниз к емкости. Поэтому со временем нужно обновлять гипсовое покрытие на поверхности. Это делается очень просто, но, конечно же, это дополнительные затраты времени, а значит, не особо практичен этот метод. Давайте посмотрим, сколько же воды можно собрать за один день из такого устройства. Площадь пленки, с которой собирается конденсат, 1 метр квадратный. Итак, получилось примерно 600 мл воды. По-моему, это очень хороший результат для такой маленькой площади. Но для одного человека в день нужно 3-5 литров воды. Чтобы получить такое количество, необходимо сделать штук 10 таких парников и постоянно следить за обновлением гипса на поверхности пленки. Поэтому я попытался придумать способ, чтобы, не увеличивая площадь сбора воды, увеличить количество получаемой воды. Для этого я добавил к парнику крышу. Дальше обтянул его черной стретч пленкой, чтобы увеличить еще больше температуру внутри. Соединил его с помощью трубы с таким же парником, но только уже без стретч пленки. Во второй парник вставил черную трубу. Первый черный парник загружается свежескошенная трава. Вода из нее испаряется, так как внутри очень высокая температура. Далее влажный воздух попадает в другой парник, который работает как холодильник, там образуется конденсат. В черной трубе воздух прогревается и в ней создается тяга, как в дымоходе. Но, к сожалению, эффективность данного метода оказалась невысокой, и воды образуется немного, хотя она уже без примесей, так как гипс здесь не используется. Гипс – вещество, нерастворимое в воде, но полностью нерастворимых в воде веществ нет. Какая-то небольшая часть все же
растворяется. Это насыщает воду небольшим количеством кальция, так как гипс это сульфат кальция. То есть вреда от этого точно нет. Но вот неприятный привкус штукатурки присутствует. Дальше я пришел к выводу, что без увеличения площади сбора воды не обойтись. Нужно сделать так, чтобы было очень легко сделать необходимую конструкцию и чтобы не применять тот же гипс. Для этого я сделал вот такой простой парник. Вкопал в землю 2 палки, натянул между ними веревку, а сверху накрыл пленкой и придавил ее к земле, чем было. Все это делается очень быстро, буквально 10-15 минут, и все готово. Как видим, на пленке сразу же начал скапливаться конденсат. Капли воды стекают сверху вниз, и при этом они не отваливаются, как в первом случае. Дело в том, что здесь более сильный уклон, что и позволяет каплям скатываться без отрыва от пленки. Теперь осталось придумать, как собрать эти капли. Я придумал один способ, но если у кого-то из вас есть какие-то идеи, то обязательно пишите в комментариях об этом. В дальнейшем будут еще видео на эту тему, так как она интересная для меня. Кому это тоже интересно, пишите свои идеи, каким способом можно собрать воду. Итак, я взял пластиковую трубу и разрезал ее на 2 части. Положил ее в парник таким образом, чтобы она касалась к пленке. Но при этом вода не попадала в трубу, а протекала между трубой и пленкой. Чтобы продолжить эксперимент, мне пришлось пойти на преступление и взять у жены прищепки. Если что, не говорите, что это был я. С помощью прищепок можно создать вот такой карман, в который стекает конденсат, и дальше он попадает в трубу. Труба находится под небольшим наклоном, а в конце вкопана емкость для воды. Такая конструкция также дает около пол-литра воды с метра квадратного пленки. У меня здесь лежит с обеих сторон по одной 2-метровой трубе. То есть всего конденсат собирается с 4 квадратных метров пленки. В день получается около 2 литров воды. То есть если сделать парник длиной 5 метров, то будет около 5 литров воды. Если 10 метров, то соответственно 10 литров воды. Эта конструкция очень простая, а значит ее реально применить в реальных условиях. Конечно, все зависит от погоды, от температуры, влажности и так далее. У меня сейчас температура 30-35 градусов, дни преимущественно солнечные. Если кто-то повторит эксперимент, в комментариях напишите вашу температуру и ваши природные условия и результат, который вы получите. Также пишите ваши идеи. В данном случае у нас получается чистая вода, которую можно применять для приготовления пищи, для обработки при выращивании в органическом земледелии, потому что в ней нет хлора. А для того, чтобы использовать как питьевую, в нее нужно дополнительно добавлять минералы, потому что она у нас получается дистиллированная. Так что, друзья, вполне рабочий метод, берите на вооружение, дорабатывайте под себя, потому что мы живем в разных условиях, у каждого разная температура, у кого-то похолоднее, потеплее. Пробуйте сделать у себя, ну и, конечно же, пишите в комментариях, что у вас получилось, потому что опыт каждого будет мне интересен посмотреть в разных условиях, как сработает данная система.